Ну что ж, ребят, вот такая вот интересная подвеска гоночного болида получается. Друзья, всем привет! Сегодня у нас прям офигительные новости. Наконец-таки пришли вот эти штуки. Это ШСы с левой резьбой. Это говорит о том, что мы сможем наконец-таки собрать всю переднюю подвеску и посмотреть, как она выглядит. Еще хотелось бы, конечно, продолжить заниматься рулевым управлением. Ну, не знаю, хватит ли на это времени, потому что по передней подвеске надо еще кое-что сделать. Есть, конечно же, как всегда, пара каких-то негативных моментов, но мы с этим всем будем разбираться и все-таки попробуем все собрать. Возможно, даже это видео будет достойно небольшого донатика, ребята. Ну, там посмотрим, как пойдет. Да, и еще меня тут как-то неожиданно много раз просили стереть пыль с коршуна. Выполняю вашу просьбу, ребята. Надо ухаживать за таким роскошным самолетом. Уж очень ценен он для меня, ценен для канала. Это наш любимый самолет, ребят. Те, кто ждет самолетов, по-любому дождетесь, друзья. Но пока летать нельзя, к сожалению. И наш коршун стоит на запасном пути. И вообще хотелось бы, конечно, новые самолеты сделать. Ну, может быть, мы займемся этим делом после сборки гоночного болида. Займемся каким-нибудь мега-самолетным проектом. Ну а пока нам нужно заниматься пушкой-гонкой. Чем быстрее мы ее сделаем и наладим, тем быстрее займемся следующим проектом. Пока не хочется ни на что отвлекаться, пока хочется делать только лишь гоночный болид. Это очень интересный для меня проект. Для вас, как я вижу, тоже он очень-очень интересный. Кто бы там что ни говорил, что бы хейтеры не писали, я вижу, что проект очень интересен. Смотрим, что тут есть интересного на столе и что я буду делать. В общем, ШСы с левой резьбой я уже снабдил втулками, которые далее превратятся в бархатные тяги. Пока что они не бархатные, хотя такие они, немножко бархатистые. Но еще не окончательно бархатные. В общем, ребят, ближе к делу. Решил полностью сделать все новые тяги. Даже те рулевые, которые я делал, я хочу переделать. Сейчас объясню почему. Я здесь совершил одну большую ошибку, потом пытался ее исправить, но все равно хочу теперь полностью исправить методом заново изготовления всех деталей. Видите, здесь есть некая насадка. Она образовалась здесь потому, что я слишком короткими сделал тяги. Я их измерил неправильно, ну то есть... Когда все измерил вот так, а надо было измерить по болтам. В итоге они оказались короче, чем надо. Я попытался восстановить справедливость вот такими удлинителями титановыми. Но опять же, что-то я там не подрасчитал. Стенка всего 1 мм там оказалась, если все резьбы отминусовать. И в итоге, мне кажется, как-то слабовато это будет и хочется переделать. Для этого, пока вы не видели, я наточил закладных 6 штук с левой резьбой и 6 штук с правой резьбой. В итоге у нас получится 6 тяг. Карбоновых трубок тонких у меня под все это дело не было. Поэтому, чтобы не затягивать проект, я взял трубочки потолще, ну, то есть на 2 мм большим диаметром. Их я использую на заднюю часть, а тоненькие пойдут на переднюю часть. То, что не хватило, это крайне удивительно, потому что у меня этих трубок исполинское количество. Ну вот тонких среди них оказалось всего 3 штуки. Было бы 4, было бы хорошо, но 3... Хоть запасы и большие, но недостаточно большие. Еще нам сегодня понадобится однонаправленный карбон. Тяги будут еще более прочные. Потому что прикупил такого вот карбона. Не терпится его испытать. И еще у нас сегодня будет очень интересный карбон. Это будем работать с карбоновым рукавом. Вот такого плана штуковина. Очень удобно работать, но карбоновый рукав стоит просто гигантских денег. Он очень недешевый. Это, наверное, самое дорогое, что есть в карбоне. Это рукава. То есть это такая труба, сплетенная определенным образом, которая может увеличиваться и уменьшаться в размере. Если мы натягиваем, она уменьшается. Если мы сжимаем, она увеличивается в диаметре до гигантских размеров. В результате чего можно очень удобно натягивать на трубку и как бы варьируется очень сильно в размерах. И плюс дает неимоверную прочность, потому что рукавы, они плетутся по кругу. Здесь плетение под 45 градусов, если в нейтральном положении. Если мы вытягиваем, плетение становится под
большим углом, вот в этом плане. Если мы сжимаем, плетение становится под меньшим углом. Именно за счет этого и идет варьирование размера, то есть больше, меньше угол плетения. Ну а в нейтральном 45 градусов. Ну и болтики, гаечки кое-какие подъехали. Теперь можно будет опять же все подсобрать на оригинальный крепеж, на тот крепеж, который должен стоять на болиде. Все титановое по-прежнему, ничего железного. Так, делаем лыски, все уже выставлено, осталось делать и делать. А потом будем клеить. Все-таки самодельный поворотный столик — это сила, ребята. Классно так работает, очень жесткий. И быстро регулировать, не надо ничего крутить. Ручки отпустил, провернул, сделал 2 лыски туда-сюда и все готово. Делаю все под ключ на 19 с небольшим люфтом, чтобы легче заходил ключ. Ну, в общем, по ГОСТу. Сильно плотно тоже плохо, потом трудно вставлять эти ключи. Осталось 2 детали и будем клеить. На этот раз сделал, видите, их такими коническими. Ранее делал закругленными, здесь обрубал. Ну вот решил сделать так. Не знаю почему, захотелось так сделать. И теперь всегда буду так делать, так интересней, так как-то красивее выглядит. Склеил все тяги, теперь нужно ждать полного затвердевания смолы. На некоторых детальках, которые делал ранее, было прослабление и длина не особо глубокая, то есть длина захода в трубку. Поэтому они там немножко ходят, пришлось расположить их на КМДшках, чтобы минимизировать кривизну. Это должно положительно сказаться на их ровности, так как планирую обрабатывать на токарном станке. Надеюсь, заднюю подвеску будет легче собирать. Вот она у меня тут лежит по всей мастерской. Видите, как расположилась. Почему легче? Потому что многие детали уже будут готовы. Во-первых, вот они, рокера прогрессии. Во-вторых, втулки мы сделали под них. В-третьих, тяги. Вот они тяги. Эти тяги тоже для задней подвески. Так что, скорее всего, сзади мы ограничимся облегчением этих плит и изготовлением большого количества втулочек самых разных. Передняя вообще сложная подвеска. Тут и рулевая рейка, и рулевое управление, и прочее, прочее, прочее. Жалко, конечно, что есть бракованные детали. Их, в принципе, можно было бы использовать, но я не хочу. Вот получается, сколько их за 3 недели. Ну, некоторые именно брак, а некоторые чисто по забывчивости, по невнимательности изготовленные не так. И с огрехами проектирования. Ну, ребята, обратите, пожалуйста, внимание, что халтуру не делаю. И даже если, в общем-то, можно было бы эти деталечки использовать, я их все равно бракую при малейшей возможности, при малейшем косяке. Обратите, очень-очень обратите на это внимание, что халтуру мы здесь не делаем. И именно этот гоночный болид хотелось бы максимально классно и качественно собрать. Но не зря же мы используем титанчик и горы карбона. Из интересного, ребят, там, где я покупаю карбон, выгодный карбон я более не могу купить. Видимо, слишком сильно разрекламировал. Приходится теперь дорогой карбон покупать, а дешевый он, так сказать, всегда отсутствует в наличии. Ну, благо я более-менее затарился. У меня есть на монокок дешевый карбон. Мне вот интересно, неужели раньше никто этой фишки не знал, как можно выгодно покупать карбон? Потому что теперь все знают, и теперь даже я его выгодно не могу купить, его постоянно нет в наличии. Немножко уже подготовился, отрезал листов на 2 тяги. Здесь у нас будет разнонаправленный крест-накрест карбон и для большей прочности однонаправленный. Потому что продольно в тягах нагрузка, сами понимаете, больше всего присутствует. Также будет, как обычно, на краях обматываться лентами, укрепляться. Вот они здесь тоже подготовлены. Короче говоря, все подготовлено, друзья. Даже эпоксидка размешана, буду делать. Особо освещать этот процесс не буду, вы уже 1000 раз видели. Буду намазывать, пропитывать и накручивать. Вот уже подготовлена тяга. Это что значит не будешь показывать? А ну быстро! Друзья, в общем, решил я все-таки вам все показать, потому что процесс очень интересный. Значит, как все происходит?
Показываю еще и рассказываю еще раз. Все уже готово, немножко даже пропитано эпоксидкой. Сильно пока не надо, а то много выжимать потом. Отрываю лист карбончика от клеенки. Пропитано уже 2 слоя, то есть продольный и всенаправленный. Вот так выглядит этот лист. Технология у меня уже довольно-таки отлажена, но я каждый раз ее, честно говоря, подзабываю и немножко мучаюсь, пока не вспомню точно, как же мне действовать. Приклеиваем вот здесь. Здесь тоже вот так. Выравниваю сразу. Пытаюсь немножко натягивать, чтобы не просто было приклеено, а как бы слегка в натяг. Здесь желательно отрезать лишний скотч, потому что тут будет приклеиваться к алюминию. Ради этого дела портим перчатку. Ну, надо либо ножницы портить, либо перчатку. Выбираем порчу перчатки. И отрезаю лишний кусочек. Для более лучшего склеивания с алюминием. Берем новую перчатку, натягиваем ее. Беру большего размера, чем у меня рука. Ну, слегка большего. В общем-то, сидят они все равно неплохо. У меня рука М, а тут перчатки L. Они такие немножко сморщенные, но зато их легко и одевать, и снимать. Которые плотные, их очень тяжело. Намазываю вот здесь слегка. У меня уже частично, как я уже говорил, пропитано. Ну, чтобы лучше приклеилось, желательно промазывать. И начинаем наматывать. Вот так. Раз только. И обвернули. Пока не пройду продольный слой, лучше особо ничего здесь не выравнивать, потому что легко можно все сдвинуть. Потом будут проблемы. Будет много бугорков. Поэтому лучше сразу намотать все это дело. Обратите внимание, ничего тут уже особо не прокручивается, потому что у нас с одной стороны приклеено. Так, еще. Считайте слои, сколько слоев здесь. Главное, чтобы образовывалось как можно меньше пустоты. Так, хочу поменять камеру, ребята. Убиваем перчатки еще раз. Немножко можно подмазать. Все лишнее впитается, потому что у меня есть сухие слои. Продолжаем наматывать. Вот, закрыли продольный слой. Теперь ему ничто не угрожает. И можно уже более интенсивно все натягивать, более интенсивно выжимать смолу. Еще крутим. Сегодня вас ожидает некое новшество в конце этой намотки. Раньше я такого не делал никогда. Но сегодня будет. Вот видно, что все еще выжимается. Чтобы переставить камеру, выкидаем перчатку опять. Даже две руки надо. И едем дальше. Уже заходим на сухие слои. Вот здесь слой сухой. Раз только. И обвернули. Жестко натягиваем. Видно, что немножко проступает эпоксидка, но совсем чуть-чуть. И слой здесь уже твердый, ничего не проминается. Можно уже начинать чуть-чуть подмазывать еще. Это очень важно. Если будет, например, 2 слоя сухих, намотается, оно может и не пропитаться. Но есть одна тонкость, которая позволяет просто люто пропитывать все. Сейчас мы ее используем, эту тонкость, эту хитрость. Без нее стараюсь не собирать карбоновые конструкции. Опять же, многим такая технология не нравится. Хотят инфузию, диффузию и прочие экзотические и красивые слова. Но такая технология есть, и очень многие ее используют, в том числе и я. Так, а теперь хитрость пойдет. Запускаем фен и начинаем греть. При температуре оно гораздо лучше все пропитывается, гораздо интенсивнее идет пропитка и растворение биндера. Ну вот здесь что-то как-то в этой ткани биндер очень лихо, очень быстро растворяется. Сразу ткань становится гибкая моментально. Это очень хорошо. Температура нам в помощь. Сейчас нагреем хорошенечко. Градусов до 40, до 50. И продолжим. Следующий шаг мы посвятим обработке краев. Нужно, чтобы у нас все хорошо склеилось, соединилось с алюминием. Поэтому дополнительно обматываю лентой. Опять же обматываю по ходу намотки основного листа. Тем самым можно довольно-таки сильно прижимать. Видно опять же, как эпоксидка выдавливается. Нужно опять брать новые перчатки.
Потому что буду брать чистую вещь. Это вот такой замечательный карбоновый чулок. Чтобы легче его было насовывать, я как раз таки эпоксидкой сейчас очень сильно не пропитывал. Потому что когда он пропитывается, он прилипает к детали, и его довольно трудно пропихивать. А так смотрите на процесс. Такого на канале я ранее не показывал. Хотя сам уже не впервой пользуюсь технологией. Технология мне очень нравится. Так, чуть-чуть больше, чем надо. Жалко. Очень жалко, когда больше тратится рукава. Отрезаем. И в чем его фишка? Можно прям вот так вот брать и теперь со всей силы натягивать. То есть вот видите, микро-микро капельки тут проступают, я надеюсь, видно. Поставил на дополнительную термообработку. Ну и хочется проверить и показать вам, насколько все-таки эти тяги бархатные. Обратите внимание, какая красота, какие уже получаются изделия. Но это не просто так, это благодаря рукаву. Наверное, на токарке не буду их обрабатывать. Но есть одно дело, которое мне все же хотелось бы сделать, и сделаем мы его на токарке. Дополнительную сушку произвожу для того, чтобы набрать прочность карбону и сделать некие натурные испытания каждой тяги. Посмотреть, как она выдерживает, потому что они длинные. Хочу дать хотя бы тонну, чтобы проверить. Но вот эти все дела, друзья, с сушками, с испытаниями ставят под угрозу субботнее видео, к сожалению. Давно себе хочу создать стенд для калибровки тензодатчиков большой грузоподъемности. Есть такой, друзья, динамометр на 5 тонн. Спасибо Тимуру. Огромная. Вот, на его базе я и хочу сделать. Но давно не решался, вот уже решился, отпилил 2 железки. Там у меня еще есть 2 железки. Хочу сварить скобу. И, наконец-таки, начать уже делать стенд. Но, ребята, опять же, все эти манипуляции грозят прекращением выпуска видео по болиду. Поэтому чуть-чуть поделал и успокоился. Поставил не до конца откалиброванный тензодатчик на токарку. Вот он уже установлен. И сейчас мы будем испытывать то, что нам больше не нужно. Датчик этот не то, чтобы совсем не калиброванный. Он просто не откалиброван на много тонн. Он откалиброван на нагрузке в 100 кг и откалиброван довольно-таки точно. Я думаю, что не более 50% погрешность нас устроит. А здесь, я думаю, вот что-то в этих пределах должно быть. Я уже здесь хорошенько поигрался, подавил кое-что. И на основании произведенных результатов делаю вывод, что тензодатчик показывает правильно. Давлю задней бабкой. Вот так кручу. Здесь у нас выходит шток, и я давлю. Чтобы станок мог воспринимать такие нагрузки, потому что заднюю бабку начинает отодвигать, упер ее в стену прутом. Вот так вот. Сразу сознаюсь, станком можно надавить до 2,5 тонн. Без упора ломом до 1802 тонн, с упорой ломом до 2,5. Ну, то есть уже начинает двигаться сам станок. Отодвигаться от стены, и лом не помогает. Ну вот, а испытывать мы именно с разрушением, ну постараемся что-нибудь разрушить, будем старые тяги, которые мне больше не нужны. Хотя тяги на изгиб не работают, но ШСы в некоторых местах у меня работают на изгиб, вот в этом месте. Поэтому хочется произвести испытание ШСов, ну и произведу вместе с тягой. Эти ШСы не крутые, они слабенькие, раза в 1,5 слабее, чем те, что у меня будут стоять, да и диаметр тут поменьше, чем те ШСы, которые на изгиб работают. Ну, хочется произвести испытание с тем, что есть. В общем, мы сегодня, я думаю, сумеем сломать эту палку карбоновую и посмотрим, как она сопротивляется на изгиб. Раньше мы только на сжатие делали. На сжатие 2,5 тонны я давал, немножко потрескивал карбон и выгнулся болт. Так что, думаю, смысла нет давать на сжатие. Слишком мало тонн мы можем получить. А вот на изгиб, смотрите, мы можем и на короткой изгиб получить, на коротком плече, и на длинном посмотреть, как будет. У нас 2 таких карбоновых палки. Попробуем испытать, посмотрим, что получится. Давить буду суппортом. Начинаем давать нагрузку. Обратите внимание, какой пружинищий эффект получается. Не могу понять, с чем это связано. Неужели карбон такой гибкий? Он вообще-то очень жесткий должен быть. Но есть такой пружинищий эффект.
Попробую дать 200 килограмм. 200 килограмм легко выдерживает. Попробую дать 300 килограмм. 300 килограмм выдерживает. Пока ничего не согнулось, ШС тоже не согнулся, хотя вылет приличный. Ну это серьезно, друзья, это очень серьезно. Давайте 350 дам килограмм. 360. 400 килограмм дал. Так, необъективные результаты уже начало упираться вот здесь. Нам нужны результаты объективные, а не самообман. Поверну чуть-чуть вот так. Для чего я это делаю? Хочу добавить себе уверенности. В том, что все сделано правильно, все сделано жестко, прочно. Постойте-ка. По-моему, подсогнулось что-то. Да. ШС согнулся, ребята. На примерно 400 килограммах, как я понимаю. Давайте еще дадим. Потом попробуем мои крутые ШС. Их тоже хотелось бы проверить. Даю 400 килограмм. Потрескивает. Но тем не менее. Все, ШС гнется. Вот, обратите внимание, что с ним произошло. И еще прошу вас обратить внимание, что с палкой ничего не произошло. Она вот где-то этим местом упиралась в бок, в сталь. Что-то там один раз чуть-чуть треснуло, ну, собственно, и все. 350 килограмм выдержал ШС при выдвинутой резьбе. Поставим более мощный ШСик, именно такой, который я планирую использовать, и испытаем его. Опять же, с длинной резьбой на 400 килограмм плюс-минус. Это 10-е ШСы, то есть тут резьба М10. Те, которые у меня работают на изгиб, которые я вам чуть позже покажу, у них резьба М14, то есть они по диаметру много больше, но уже как я посмотрю, если 400 килограмм выдерживает на пределе, то те, наверное, килограмм 800 будут выдерживать. Этого мне, по идее, вполне достаточно должно быть. Устанавливаем и тестируем гоночный продукт. Палка, как видно, вообще не согнулась. Здесь есть титановые элементы. Это вот эта часть. Тоже небольшой вылет сделаю. Все-таки нужно здесь все настраивать. И нужна какая-то степень свободы. Главное, чтобы он не отстрелился. Они какие-то каленые, ребята. Такое ощущение, что они хрупкие. Ну что, поехали. Даю нагрузку. На экране все видно. 200 килограмм. 300 килограмм. 400 килограмм. Так, ничего не упирается. 400 килограмм есть. По-моему, все держит. Дать еще чуть-чуть. Оп! Все, ребята. Что-то у нас не выдержало. Я знаю что. Именно поэтому я эти тяги и переделывал. Но согласитесь, как ни крути, а нагрузку они большую выдержали. Шесик остался ровненький. Когда выкручиваешь, сразу видно, если кривой. Я так и знал, что это будет самое слабое звено. Обратите внимание, какой здесь тонкий металл. Еще и вокруг концентраторы напряжения, потому что и снаружи резьба, и внутри резьба. Ну ничего, у нас там сохнут новые тяги, бархатные. Палка карбоновая выдержала, но мы ее все равно сломаем. Просто нужно сделать вылет побольше. И у нас есть целая тяга с хвостиком. Вылет 150 миллиметров. Страшно, ребята, вы не представляете. Это ж как оно сейчас хряснет. Уже трещит. 92 килограмма. Карбоновая палка испытывается на прочность. На большом вылете. 200 килограмм уже. 200, вот. Ждем, все нормально. Видите, как отпружинивает, если отпустить. Ладно, даем еще. Напряжение возрастает. 210. 220. Вылет 150 миллиметров. 230.
Вот уже предел чувствуется. 240, 250, 60. Все, пошла. Можно считать 260, потому что палка пошла. Как резиновая, не досох карбон. Такое чувство, ребят, видите, не хочет ломаться. Если бы нагрузка была более равномерно распределена, может быть, оно бы больше выдержало. На сжатие мы проверяли, такое 5 тонн выдерживает. Для более лучшего понимания всего процесса покажу вам, какую нагрузку выдерживает амортизатор. И он слишком мощный для нашего болида. Вообще желательно бы раза в 2 слабее пружину. Ну вот смотрите, накручиваю. Полностью сжатая пружина дает 550 килограмм. Далее уже отбойник начинает сжиматься. 600. Ну пускай 700 килограмм. Дальше, я думаю, отбойник не сожмется. Может быть, от резкого сжатия здесь еще больше килограммов. Пускай до тонны. Хотя при полном прожатии уже вся энергия погасится, и там таких нагрузок уж точно не будет. Поэтому тяги я хочу испытывать свои, уже которые буду ставить на болид, под нагрузкой около 1 тонны. Ну вот, ребята, и все. Самая тяжелая часть работы выполнена, все отшлифовал. Сразу вам скажу, что я просто мега доволен результатом. На токарном станке я их не обрабатывал. То есть ничего тут не протачивал, обточил аккуратненько, как есть, чтобы не задеть карбон. То есть сверху присутствует слой эпоксидной смолы. А это нам говорит о том, что присутствует целостность конструкции, нити не прорезаны, не перерезаны. Вот можно видеть, есть маленькие проплешины кое-где. Это все видно. Я все еще думаю, лачить их или не лачить, потому что их тупо можно отполировать. Сейчас я сделал всего лишь 3000 шкуркой, и они выглядят вот так. Обратите внимание, насколько они получились ровненькие. И это при том, что я их делал вручную и ни на каком токарном станке не обрабатывал, как хотел изначально. Вот эта штука должна дать просто неимоверную прочность конструкции. Нити нигде не рассоединяются, то есть все сплетено получается по кругу под углом 45 градусов. И эта ткань наружная будет держать все внутренние слои, держать их, так сказать, в тонусе. Ну а сейчас я вам хочу показать немножко магии, и мы поедем дальше. Будем собирать все в кучку. Тем самым я вам хочу показать, как эти тяги будут выглядеть, если их покрыть лаком. Что, в общем-то, я и собираюсь в будущем сделать. Но пока нам надо их испытать. Я все же забыл про испытание. А потом все собрать, показать, как выглядит. Но результатом я доволен, мастерство растет, друзья, и это не может не радовать. Все же вы мне периодически денгу на карбончик подкидываете. Поэтому я тоже должен как-то соответствовать и развиваться в этом направлении. Чтобы вас порадовать. Но вы посмотрите, какие красавцы, а. Их даже в таком виде можно оставить, они уже офигенные. Страшное дело эти испытания, но дело нужное и дело важное. Итак, все видно, какой вес мы давим. Тяги работают на сжатие. Тишина. Тысяча килограмм, ничего даже не хрустнуло, не треснуло. 1200. Я думаю, хватит, ребят. Короткие палки мы испытали. Все выдерживает. Теперь длинные. С длинными посложней. Здесь может быть потеря устойчивости. Из-за того, что они длинные. Но из-за того, что они ровные, по идее, потери устойчивости быть не должно. Здесь вот еще желательно так установить, чтобы не одной точкой она упиралась, а более как бы поверхностью. Ладно, давим здесь. Потому что из-за того, что точкой как раз таки и может трещать. Вот 800 килограмм. Вот тонна 200.
Никакой потери устойчивости не наблюдается. Ну отлично. Пока я устанавливаю очередную тягу, давайте пообщаемся насчет, что такое все посчитано. Очень часто слышу я эти магические слова. Да у него все посчитано, либо у него не посчитано. Вот у меня, например, ничего не посчитано здесь, да? Что в вашем понимании посчитано, ребята? Вот я сейчас проверяю на 1,2 тонны. Все выдерживает. Я даже не знаю, это нормально или это мало. Я так прикинул, дал какой-то запас и проверяю. Посчитано оно у меня здесь где-то на 8 тонн. Ломается оно примерно на 5 тоннах. Ну, короче, мой посыл в том, что чтобы что-то считать, надо знать, какие там нагрузки для начала. А фактически никто не знает, какие там нагрузки и вообще на какие нагрузки рассчитывать. То есть, если он на ямку напорится, если то, если это. На какие нагрузки рассчитывать? На нормальные, на номинальные, на максимальные. Какой брать запас прочности? То есть, чтобы что-то считать, надо знать вообще, что там происходит. А я фактически не знаю ничего. Да, трещит оно, конечно, интересно. Ну вот 200 тонн держит. Вот вам и посчитано. Под такой нагрузкой вообще жесть. Броня. Можно дать 500 тонн. Уже, кстати, ничего не трещит. Вот вам 500 тонн дал. Вот. Все работает. Сильно рьяно их еще нежелательно испытывать, потому что карбон молодой, он еще не набрал максимальную прочность. Разлинеил размеры, не совсем прецизионно пока что, но нам еще 10 раз собирать, разбирать туда-сюда. И как вы помните, как я уже много раз говорил, что разборка-сборка, она нас ни на каплю не приближает к готовому болиду. Это просто трата времени. Лучше бы за это время несколько втулочек выточить. Пользы было бы гораздо больше. Задние полностью собрать не удастся, не хватает шессов. Надо дозаказывать пару левых шессиков. Ну, это не беда, я постоянно их заказываю. Я уже тут так подсчитал, около 40 штук на болиде будет использоваться. Плюс некоторые по несколько раз заказывал. Ну, мне кажется, там уже космическое количество. Не буду вам даже оглашать, сколько у меня их уже было. Сколько таких, сколько других там лежит в запасе и так далее. Давайте взвесим для начала веса. Значит, 300 грамм короткая тяга рулевая весит. Можете у себя на машинке взвесить, сколько рулевая тяга у вас весит. Ну а длинные тяги 360 грамм. Из нового я тут уже поставил рулевой подшипник. То есть он на ШСе, так сказать, бескорпусном. И внутри игольчатый подшипник. Вал диаметром 15 мм, я думаю, будет достаточен, если из хороших материалов его выполнить, конечно. Вот. Ну, то есть эта деталь у нас тоже есть. Делаю не просто плотно, а даже в неком небольшом натяге. То есть так просто оно в пазы не вставляется, надо задавливать болтиками. Желательно золотенькими, ребята. Видите, пошло задавливание. Отлично. Да, сейчас все соберем, увидим всю эту мега-конструкцию. Здесь у нас все четко, все втулочки и болтики есть. Позаботился заранее. Это на амортизаторах еще молодая конструкция, там есть не все. А здесь вот так вот раз, два. Здесь у нас должно сойтись, то есть нейтральное должно получиться схождение с возможностью его регулировки. Ну, видно, что от края до края работает, уже хорошо. Ну, раз хорошо, ставим вторую. Немножко, по-моему.
Ну и еще 2 тяги у нас на повестке дня, правда они без втулочек. Ну, как-нибудь неприятность эту мы переживем. Ну и скажите мне, пожалуйста, как же вам такая конструкция? Вот уже даже подвесочка работает, ребята. Подвесочка ходит, рулевая ходит, колесики поворачиваются. Главное, палец не прищемить. Ход подвески довольно-таки большой получился. Но внизу он не будет такой большой. Вниз слишком сильно ходить она не будет. Она будет ограничена амортизатором. То есть здесь вот такой большой угол никак не сможет получиться. Где-то вот на таком уровне все будет начинаться и вверх. Крылышками машет прям бяк-бяк-бяк-бяк. Но тут еще очень много работы и нужно каким-то образом двигаться дальше. И не останавливаться. Хотя я уже скоро психом стану с этой передней подвеской. Уже хочется что-нибудь изменить в своей жизни и поделать какой-нибудь другой проект. Хочу в очередной раз, ребята, попросить у вас маленький, самый маленький, очень маленький донатик. Уж не знаю, достойна ли такая конструкция донатика, ребята. Но вынужден в очередной раз его у вас попросить. А там мы посмотрим, достойна она или недостойна. Ситуация в мире по-прежнему никак не изменяется. По-прежнему русскоязычный YouTube без монетизации. И мы все вот это дело делаем, можно сказать, на ваших началах. Ну, те блогеры, которые остались и которые что-то продолжают делать. Без вас просто уже в наше время никак, ребята. Вы заместили, можно сказать, весь YouTube, весь Google для нас. И пока вы есть и поддерживаете хотя бы мою деятельность, я со своей стороны обязуюсь выпускать для вас всякие такие интересные видео. Так что, ребята, у кого есть желание и самое главное возможность помочь нашему каналу, помочь этому проекту, ссылочки, как всегда, я оставлю в описании к этому видео, в закрепленном комментарии и выложу также еще в Телеграме. Ну а у меня на этом все. Кому было интересно и самое главное полезно, подписывайтесь на канал, поддержите Лойса. Всем пока, до новых встреч.